Добрый вечер, пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы проводим очередное заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами. И прежде всего проанализируем итоги работы за 2025 год, определим планы на перспективу. Отмечу, что в прошедший период система военно-технического сотрудничества продолжала действовать в непростых условиях. Сохранялось и даже возросло давление со стороны западных стран на наших партнеров для торможения, блокирования их деловых связей с Россией. Однако, несмотря на все эти попытки, наши экспортные контракты в целом устойчиво выполнялись. Российская продукция военного назначения за прошедший год была поставлена более чем в 30 стран мира, а сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов. Такие результаты дают дополнительную возможность направлять средства на модернизацию предприятий ОПК, на расширение их производственных мощностей, на перспективные научные исследования. Важно также и то, что на этих предприятиях значительный объем продукции – это продукция гражданского назначения. Отмечу также, что в течение прошлого года набран солидный портфель новых экспортных заказов. Таким образом, российская система военно-технического сотрудничества не просто продемонстрировала эффективность и высокую устойчивость. Крайне важно также, что были созданы фундаментальные заделы, которые позволяют значительно расширить номенклатуру и географию поставок нашей продукции военного назначения, и тем самым укрепить позиции России как надежного партнера, разработчика и производителя передовых систем вооружения, проверенных, испытанных в реальных боевых условиях. Хочу поблагодарить сотрудников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и Рособоронэкспорта, коллективы предприятий ОПК за добросовестный труд и, конечно, желаю вам новых успехов. Отмечу, что стабильная и ритмичная работа организации ОПК, включая выполнение экспортных контрактов, стала возможна во многом благодаря своевременно принятым мерам государственной поддержки. В рамках нового федерального проекта развития военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами на период 2026-2028 годов вводятся дополнительные меры поддержки. Дальнейшее эффективное использование имеющихся финансовых и иных механизмов и инструментов поддержки крайне важно, потому что объемы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться. Особое внимание предстоит также уделить расширению военно-технологической кооперации и партнерства. С 14 государствами уже реализуются или находятся в стадии проработки более 340 таких проектов. Уверен, что совместная работа в этой сфере позволит улучшить характеристики существующих вооружений и техники, разработать новые перспективные образцы, в том числе востребованных на глобальных рынках. Уважаемые коллеги, среди других вопросов повестки – развитие стратегических для нашей страны направлений военно-технического сотрудничества, и прежде всего с партнерами по СНГ и ОДКБ. Это одна из приоритетных задач для укрепления как двусторонних, так и многосторонних отношений, обеспечения стабильности и безопасности в Евразии. С 1 января 2026 года Россия председательствует в ОДКБ. И это требует от нас системной работы с партнерами, в том числе комплексных подходов к расширению военно-технических связей. Данную тему мы с вами уже поднимали, и сегодня обсудим, как обстоят здесь дела. Новые перспективы открываются для углубления военно-технического сотрудничества и со странами других регионов планеты, в том числе с государствами африканского континента. Мы искренне дорожим нашими исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными отношениями со странами Африки. В разные годы еще СССР, а затем и Россия поставляли африканским странам значительное количество вооружений и военной техники. Готовили специалистов по их производству, эксплуатации, ремонту, а также военные кадры. Сегодня, несмотря на давление со стороны Запада, африканские партнеры выражают готовность к расширению отношений с Россией в военной и военно-технических областях.
речь идет не только об увеличении поставок российского военного экспорта, но и закупки других вооружений, других и материалов, и изделий. Имею в виду комплексное сервисное обслуживание ранее поставленной техники, организацию лицензионного производства российской военной продукции и некоторые другие вопросы. В общем, их для рассмотрения сегодня достаточно. Давайте начнем работать. Спасибо.